Недавно в сети появилась новость о том, что достаточно специфическая MMORPG Blue Protocol от Bandai Namco будет закрыта в Японии. А буквально через несколько часов дровишек в топку подкинула Amazon, которая, напомню, была ответственна за глобальную версию проекта и которая сообщила, что глобального релиза тоже не случится. Вы думаете, это конец истории? Как бы не так. Совсем недавно появилась новость о том, что в Китае, как всегда, подсуетилась Tencent, которая уже делает и даже тестирует новую Blue Protocol. О том, что это за MMORPG такая, и поговорим в основном в нашем новом видео. Ну и, разумеется, закрытие оригинальной Blue Protocol тоже не обойдем стороной. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать нас как контент-креатора. Также довожу до вашего сведения, если вы не в курсе, ролики Гоха Медиа дублируются в нашем ВК, ссылку можно найти в описании. Ну и еще крайне рекомендую обратить внимание на мой телеграм. Там есть чатик, где мы непосредственно общаемся, есть самые свежие новости жанра MMORPG с моими комментариями, а с недавних пор я туда еще и перезаливаю видео с Гоха Медиа. Меня зовут Мадлер, это портал Гоха.ру, и мы начинаем. Ребятки, если вы по какой-то неведомой мне причине до сих пор не определились с площадкой, которая позволит вам именно из наших широт прежде всего затариваться играми без всяких проблем, то у меня для вас хорошие новости даже. Во-первых, площадка, которая вам нужна, это определенно Keys for Gamers. Невероятное количество всевозможных предложений, новинки игровой индустрии, популярные игры, простая и быстрая покупка внутриигровой валюты, в том числе и в MMORPG, как оказалось. Здесь этот пункт тоже есть, 62 товара, и именно здесь я, кстати, окончательно для себя выяснил, что Fortnite это MMORPG. В скобочках, конечно же, нет, но это не отменяет того факта, что предложений здесь очень и очень много. Выбор обширен. Предстоящие релизы, игровые поинты, подписки на PlayStation Plus и Xbox Game Pass, очень много разного программного обеспечения, гифт-карты и многое-многое другое. Во-вторых, и это крайне важно, с нашим промокодом, вы никогда не догадаетесь каким, ГОХА, вы получаете еще и 20% скидку. И вот с этой самой 20% скидкой цены на Keys for Gamers становятся максимально сладкими. Ну а учитывая то, что эта площадка еще и торговая, более того, она прежде всего торговая, и торговаться здесь не то чтобы запрещено, это разрешено и поощряется, ну я не знаю, есть что-нибудь более сладкое, чем и так максимально сладкое? Вопрос, разумеется, риторический. Кроме того, на Keys for Gamers, разумеется, нет никаких сложностей с оплатой, в том числе имеется поддержка карт МИР. В общем, как вы понимаете, Keys for Gamers может существенно облегчить вам жизнь. Ссылка в описании и закрепленном комментарии, и не забывайте вводить промокод ГОХА, оно того точно стоит. Для начала, конечно же, необходимо немножечко поговорить про Blue Protocol, которую, как мне кажется, по какому-то нелепому стечению обстоятельств начали называть ММО. Дело в том, что там, по-моему, даже был какой-то минимальный скандальчик, да, как будто бы в СМИ просто ее начали называть ММО, хотя таковой она не являлась, она так и не задумывалась как ММО. Она и, в общем-то, в привычном понимании не является ММО. Это такой, знаете, с большего ПВЕ кооперативный дрочь. Да, ПВП в игре нет. Ну и плюс еще такая, знаете, аниме-стилистика тоже не всем, может быть, понравится. Вот я, допустим, не являюсь поклонником аниме от слова совсем. Тем не менее, поиграв в японскую версию, могу сказать, что, знаете, с визуальной точки зрения мне Blue Protocol вполне себе понравилась. Очень качественно. Ну и, коль мы уж заговорили, японская версия Blue Protocol, по-моему, релизнулась в июне 2023 года. И, собственно, с тех самых пор нас кормили вот этой глобальной версией, за которую ответственна Amazon Games, и корейская версия еще должна была выйти, за которую отвечала Smilegate RPG, ну, те, которые Lost Ark. Разумеется, ни та, ни другая уже не появится, собственно, потому что не появится, хотел сказать, но она уже появилась, не будет продолжать существовать японская. Недавно японцы заявили о том, что они собираются поддерживать нынешнюю Blue Protocol до января 2025 года. А потом все. Ну, якобы все. Но перед тем, как я начну рассказывать, почему якобы, давайте немножечко разберемся, почему, собственно, закрывают японскую версию. Да, на днях Bandai Namco объявила о том, что ее MMORPG Blue Protocol будет закрыта в Японии 18 января 2025 года. Это решение издательства стало неприятным сюрпризом для ждунов проекта, потому что, ну, хрен бы с ней с японской версией, но многие ждали глобала, и буквально следующая новость по игре, казалось, перечеркнула все надежды. Да, Amazon, в свою очередь, также подтвердила, что мировой релиз отменен в связи с остановкой поддержки основной версии Blue Protocol. Про корейскую версию я ничего не находил, но про нее вообще давно ничего не слышно. На японском языке также вышло видео с анонсом и финальной дорожной картой. Команда продолжит добавлять новый контент и обновлять игру до ее закрытия, после чего проект прекратит свое существование. У нас вот тут на сайтике даже некоторая прямая речь от Bandai Namco есть. Bandai Namco Online говорит, мы поддерживали тесные отношения с Amazon Games. А не
надо было поддерживать тесные отношения с Amazon Games, и все было бы хорошо. На протяжении всей разработки Blue Protocol обе наша команда разочарованы. Это уже вот Amazon Games, насколько я понимаю, да? Мы знаем, что это разочаровывающая новость, мы разделяем ваше разочарование, нам нравится мир и персонажи, выражаем глубокую благодарность, уважаем и ценим, но, по сути, причин закрытия не называют. Я знаю, что у игры были проблемы, всю дорогу жаловались на то, что в ней не хватает контента. Но до объявления о закрытии Bandai Namco регулярно добавляла, ну не так уж регулярно на самом деле, но добавляла новый контент в Blue Protocol. В июне 2024 года появилась 6 глава, после запуска в игре также появились новые классы. И вот, собственно, в январе это наполнение контентом полностью прекратится. Я могу для себя сделать только один вывод, все как всегда упирается в бабки. То бишь, сократили финансирование. Видимо, показатели Blue Protocol были более чем скромными. И все это дело подрезали, а разрабатывать, соответственно, Blue Protocol стало не на что. И вот здесь на сцене появляются ребята, у которых с деньгами всегда был полный порядок. Китайский гигант Tencent. Да, у них помимо того, что всегда был полный порядок с финансами, они еще и очень своевременно и правильно этими деньгами распоряжались. Вспомнить хотя бы ту же Террисленд и то, как Tencent грамотно с ней подсуетилась после ухода WoW из Китая. Здесь профессиональные суетологи тоже не остались в стороне. Хотя на самом деле слухи о том, что Tencent занимается разработкой мобильной версии Blue Protocol, появлялись еще в сентябре 2023 года. Теперь же и вовсе стало известно, что никакие это не слухи, и что с 6 по 28 августа 2024 года проводился отбор участников на закрытое тестирование проекта, которое, к слову, идет прямо сейчас. За создание отвечает шанхайская студия Bokura, 40% которой, по сообщениям китайских СМИ, принадлежат технологическому гиганту Tencent. Новость о создании студии датируется 1 января 2021 года. В мае этого же года были опубликованы фото офиса, а уже в июне была одобрена разработка их первого проекта, которым, судя по всему, на тот момент и стала мобильная версия Blue Protocol, потому что появлялась информация о том, что студия работает над молодежно ориентированной MMORPG в аниме-стилистике, которая предложит новые истории, новый опыт, отличающийся от оригинальной Blue Protocol, но в то же самое время визуально это все еще будет вполне себе узнаваемая Blue Protocol, да и то с нюансиками. Знаете, а самое забавное, это то, что та версия Blue Protocol, над которой сейчас работает Tencent, больше подходит под определение MMORPG, чем, в принципе, оригинальная Blue Protocol. Правда, нужно понимать, здесь появляется наша любимая приставочка кроссплатформенная MMORPG. Итак, что же нам известно о новой Blue Protocol? На самом деле достаточно много, но нужно понимать, что это информация от тестировщиков, а потому она однозначно не окончательная. Проект разрабатывается на движке Unity, в отличие от Unreal Engine 4, на котором была создана оригинальная Blue Protocol. Ну и, как я уже упомянул, это будет именно кроссплатформенное MMORPG. Текущее тестирование проводится только на Android и Windows, причем для ПК-версии рекомендуется наличие видеокарты уровня GeForce 2070 или выше. Общий художественный стиль был сохранен, однако персонажи претерпели изменения, а качество графики предсказуемо упало, потому что, знаете ли, это все еще нужно на мобилках запускать. В игре появились новые персонажи и классы, которые можно соотнести с другими китайскими играми. Например, класс Целитель теперь напоминает Нахиду из Genshin Impact, а различия между классами стали более заметны за счет большего разнообразия боевых навыков. К слову, навыки персонажей можно будет улучшать с помощью специальных ресурсов. Среди заявленного оружия можно найти меч и щит, посох, катану, томагавк, винтовку, кольца стихий и ручную пушку. Причем за каждым классом закреплен определенный элемент, что как будто бы намекает на менее сложную систему по сравнению с оригинальной Blue Protocol. В свою очередь, боевая система стала более активной и напоминает современные мобильные приключенческие игры, где необходимо быстро уворачиваться от атак противников или делать комбо-атаки. Мир игры и монстры очень похожи на тех, что были в Blue Protocol, но в то же самое время добавлено много нового. Главный город, например, был переработан и выглядит более живым. Боссы в подземельях стали сложнее, награда за их убийство распределяется в зависимости от вклада. Кроме того, для получения награды требуется минимальный вклад. Оружие можно получить только в подземельях, а количество проходов в них ограничено ежедневными лимитами. Также в игре появились различные типы снаряжения, вроде той же брони. А вот систему Imagines из оригинальной Blue Protocol, в которой души монстров ранее использовались в качестве снаряжения персонажа, выпилили. Общая кастомизация и костюмы выглядят лучше, чем в оригинальной игре, а список дополнительных типов аксессуаров был расширен. Ну и вас наверняка интересует вопрос: Мадлер, а что же будет в этой замечательной MMORPG с гачей? То есть, с гачей-то как? Успокою вас, мои дорогие любители онлайн-казино, с гачей в новой Blue Protocol будет полный
полный порядок. То бишь, она в ней будет. Да, насколько мне известно, посредством гачи в новый Blue Protocol можно будет обзавестись костюмами. И вот тут вопрос, это те костюмы, о которых я думаю, или просто внешне? Потому что конкретики пока никакой нет. Но что-то мне подсказывает, что это будут не просто костюмы. При этом гарантом будет выступать 100 попыток. Вот 100 попыток в гаче отстрелялись и получили тот или иной костюмчик. Что же касается в принципе монетизации, то за премиум валюту, насколько мне известно, можно будет приобрести исключительно косметические предметы. Во всяком случае, предметов экипировки в списке товаров на текущем этапе тестировщиками замечено не было. Разумеется, будет боевой пропуск, но с наградами в нем тоже пока непонятно. Кроме того, в новый Blue Protocol будут гильдии, причем по сравнению с оригинальной версией они даже получили некоторое развитие. Не прям вау, но в игре есть дом гильдии, общий склад и множество других помещений, каждая из которых выполняет определенную функцию для членов гильдии. Отзывы от все тех же тестировщиков пока смешанные. Кому-то игра нравится, он считает ее веселой, кто-то наоборот говорит о вторичности и очередной кроссплатформенной дрочильне в попытке срубить шекелей на скорую руку. Попадается также информация о не самом лучшем техническом состоянии проекта, но то, понятное дело, такое. Тесты на то и нужны. Разумеется, по срокам выхода никакой конкретики нет и быть не может. В общем-то, оригинальная Blue Protocol продолжит существовать до января 2025 года. Я не думаю, что версия Blue Protocol, новая версия Blue Protocol от Tencent появится раньше, чем закроется оригинал. Кроме того, нужно понимать, что, вероятнее всего, она сейчас тестируется для китайского рынка. Может быть, Tencent решит сразу прокатить ее на китайском рынке. Хотя, с другой стороны, может быть, будет та же схема, что и с Террисленд, потому что Террисленд, да, немножечко раньше вышла в Китае, но прям не критично. То есть, все-таки с прицелом на глобал это все было. Ну и да, кроссплатформенная же Террисленд, ее сложно назвать там pay to win, да, то есть там прям... И уж точно нельзя говорить о том, что в ней есть какая-то неприкрытая ничем гача. В то время как новая Blue Protocol, судя по всему, в этом плане будет более, скажем так, традиционный кроссплатформенный MMORPG. Ну и тут тоже непонятно. Там одна позиция, костюмчики. Какие это костюмчики? Это костюмчики со статами или это костюмчики чисто косметические? Короче, нужно смотреть. И мы таки обязательно посмотрим. Ну и будем продолжать держать руку на пульсе, а вас в курсе. Впрочем, как и всегда. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.